Когда 26-летняя модель и создатель контента OnlyFans Анна завершила свой вечерний стрим, никто не заметил ничего необычного. Трансляция длилась чуть более 2 часов и проходила так же, как десятки предыдущих эфиров. Она общалась со зрителями, отвечала на сообщения в чате и, как обычно, развлекала свою аудиторию. В конце эфира она попрощалась со всеми и отключилась. Это был последний раз, когда ее видели тысячи людей одновременно. На следующий день Анна не появилась в сети. Сначала подписчики не придали этому значения, подобное уже случалось раньше. Иногда она пропадала на день или 2, но вскоре забеспокоились друзья. Телефон не отвечал, сообщения оставались непрочитанными. Через несколько дней родственники обратились в полицию. Началось расследование. Следователи быстро выяснили, что никаких признаков борьбы в квартире не было. Документы остались на месте. Деньги остались на месте. Личные вещи тоже никто не трогал. Словно девушка просто вышла из дома и больше не вернулась. Первые недели расследование практически не двигалось, но затем полицейские начали изучать ее социальные сети и разговоры с друзьями. Именно тогда всплыла одна странная история. Несколько месяцев Аня получала сообщения от мужчины из Франции. Сначала это выглядело как обычное общение между подписчиком и популярным блогером. Мужчина регулярно писал ей, донатил, оставлял комментарии, присылал длинные сообщения. Ничего криминального в этом не было. Однако со временем его сообщения стали более личными. Он все чаще говорил о совместном будущем, утверждал, что они идеально подходят друг другу. Однажды он написал, что собирается прилететь и встретиться с ней лично. Анна ответила коротко. Она поблагодарила его за внимание, но попросила не делать этого. На этом переписка почти прекратилась. По крайней мере, так казалось. Позже другие девушки рассказали следователям нечто странное. По их словам, мужчина все-таки приехал. Через некоторое время Анна начала замечать его в разных местах города. Сначала возле спортзала, потом возле кофейни, позже неподалеку от парка, где она обычно гуляла. Подруги утверждали, что это ее пугало. Она не понимала, каким образом он узнает, где она находится. Сам мужчина позже говорил, что все было случайностью, но многие в это не поверили. Еще одна интересная деталь заинтересовала следствие. За несколько дней до исчезновения Анна неожиданно удалила часть публикаций за последний месяц. Никто не понимал, зачем. Подруги говорили, что раньше она никогда такого не делала. Одни считали, что девушка пыталась скрыть свои привычные маршруты от навязчивого поклонника, другие предполагали, что она сама готовилась куда-то уехать. Но доказательств не было ни у одной из сторон. После ее исчезновения зрители начали пересматривать последний стрим буквально по секундам. Большую часть времени ничего необычного не происходило, однако один момент вызвал множество споров. За несколько минут до окончания эфира Анна несколько раз посмотрела в телефон. Сначала она улыбнулась, затем выражение ее лица изменилось, она стала заметно серьезнее. После этого быстро завершила трансляцию. Следователи так и не смогли установить, кто именно написал ей в тот вечер. Еще одна странность обнаружилась позже. В день исчезновения ее банковская карта использовалась в последний раз. Покупка была совершенно обычной. Чашка кофе на одной из заправок на окраине города. После этого движения по счету прекратились навсегда. К сожалению, к моменту начала активного расследования записи с камер наблюдения уже были удалены. Никто так и не узнал, находилась ли она там сама, была ли она одна или рядом с ней кто-то был. Французского поклонника допросили, но он отрицал причастность к исчезновению девушки. По его словам, он действительно приезжал в страну, но после этого вернулся домой и больше ее не видел. Доказать обратное следователи не смогли. Прошло 2 года. Никаких следов Анны найдено не было. Дело остается открытым до сих пор. Но одна деталь продолжает вызывать вопросы. Практически сразу после возвращения во Францию мужчина удалил большинство своих аккаунтов и страниц, через которые раньше общался с девушкой. Сам он объяснил это усталостью от внимания журналистов. Возможно, именно так все и было.